это плановая проверка. Именно проверка расходов государственных средств, получаемых акционерным обществом курорта Северного Кавказа в уставной капитал на создание и развитие туристско-рекреационных особых экономических зон. Она была запланирована еще в 2012 году, и мы начали ее в декабре 2012 года. Вот завершили буквально на днях, внесли вопрос на коллегию и сегодня рассмотрели. Итак, ряд принципиальных моментов. Первая ситуация с имущественным комплексом. В соответствии с постановлением правительства от 14 октября 2010 года номер 833 предусмотрено создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. На финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с созданием туристского кластера, из федерального бюджета предполагается направить около 60 миллиардов рублей. Для целей формирования вот этого кластера на Северном Кавказе в декабре 2010 года и было создано ООО «Курорты Северного Кавказа». Учредителями выступили Внешэкономбанк, он унес в основной капитал 350 миллионов рублей, Сбербанк 50 миллионов рублей и ООО «Особые экономические зоны» 14,8 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день в уставном капитале компании внесено 15,2 миллиарда рублей, из них из федерального бюджета 14,8 миллиарда. От имени правительства России Минэкономразвития заключило с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 7 соглашений о создании особых экономических зон. Как показала проверка, выполнение установленных в соглашениях мероприятий по созданию туристического кластера осуществляется с отставанием. И отставание это очень большое, порядка 1 года. Следующий принципиальный момент – это расходование государственных средств, полученных курортами Северного Кавказа. В результате неэффективных управленческих решений государственные средства, выделенные на создание зон туристско-рекреационного типа в 2010-2012 годах, значительно превышали реальные потребности. Так, в различные периоды от 3 до 10 миллиардов рублей свободных денежных средств КСК размещала с целью получения процентного дохода в кредитных организациях. Доп. Доходы по этому направлению составили около 600 миллионов рублей. В основном они использовались в интересах деятельности самого акционерного общества. Свободные денежные средства размещались на депозитах в ООО «Газпромбанке», ОТО «Банк ВТБ», Сбербанке, Альфа-банке и банке Национальный банк развития бизнеса. Следующий принципиальный момент. За период с 10 по 12 годы ООО КСК израсходовали более 3 миллиардов рублей, в том числе на инвестиционную деятельность 2,4 миллиарда рублей. Как показала проверка, КСК в свою основную деятельность по реализации проекта по созданию туристического кластера осуществляла через агента. Этим агентом являлась ООО «Первая горностроительная компания», которая в свою очередь привлекла в рамках договора подряда еще одну компанию – ЗАО «Росинжиниринг». Вот эти 2 основных фигуранта, они будут везде у нас фигурировать. Единственным участником ООО «Первая горностроительная компания» является созданная и зарегистрированная в республике фирм компания «Уставной капитал» 1 000 000 рублей. Уставной капитал ЗАО «Росинжиниринг» на дату заключения договора 1000 рублей. Вернее, 10 тысяч рублей, да. Анализ выполненных подрядчиком работ показал, что по сути договор подряда, заключенный ООО КСК с ЗАО «Росинжиниринг» на выполнение базового инжиниринга, является договором на подготовку пакета материалов для проекта планировки территорий, созданных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации зон туристско-рекреационного типа. Однако на дату заключения договора с Росинжинирингом отсутствовало решение Минэкономразвития России о подготовке документов проекта планировки территории. Кроме того, планировка территории может разрабатываться только после проведения инвентаризации недвижимого имущества, в том числе земельных участков, уполномоченным органом Минэкономразвития и получения прав на земельные участки. А это, вы помните, этого не было сделано. Таким образом, для заключения договора подряда с ЗАО «Росинжиниринг» правовых оснований не было. За выполненные работы
КСК перечислила ЗАО «Росинжиниринг» в 2011-2012 годах 537,5 миллиона рублей и еще 96,4 миллиона рублей аванса. Одновременно ООО «КСК» оплатила агентское вознаграждение ООО «Первая горностроительная компания» как агенту и техническому заказчику по организации и приемке работ от ЗАО «Росинжиниринг» в сумме 275,3 миллиона рублей. Я думаю, что не вникая в содержание договоров, я уже запутал, кто кому, что и за что платил. Так вот, мы детально проанализировали все эти договора, посмотрели, сопоставили, кто за что и чему платил, и мы поняли, что разобраться там практически невозможно. Почему? В связи, во-первых, с отсутствием четкости в определении и содержании основных понятий и терминов, базовых для ООО «КСК». Это агентского договора и договора подряда. Кроме того, неоднократном переутверждении состава отчетных материалов, сроков исполнения, корректировки и изменения перечня мероприятий, изменением требований к составу отчетных материалов, неоднократном изменении общих сметных затрат проекта. Фактически проконтролировать и сказать, что эти затраты были обоснованно произведены, не представляется возможность. Я думаю, тут сейчас правоохранительные органы будут заниматься, они детально разберутся в этой ситуации. Но пока мы видим по некоторым позициям задвоенность оплат и задвоенность работ. Нужна более детальная оценка. Следующий момент. Около 800 миллионов рублей обществом направлено на деятельность, связанную с рекламой туристического кластера в информационном пространстве, операционную деятельность и финансовые вложения в дочерние общества. Зачастую указанные расходы завышены, экономически неэффективны и не приносят ожидаемого результата. Расходы на участие в выставках и форумах обошлись обществу в 176 миллионов рублей. Дальше командировки 64,8 миллиона рублей. При этом нормы и лимиты общества на командировки значительно превышали нормы возмещения расходов по найму жилого помещения и суточные, установленные правительством России для работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Неэффективными мы признаем и расходы общества, связанными с арендой офисных помещений, расположенных в центре Москвы, 172,4 миллиона рублей. Содержанием служебного автотранспорта 5,3 миллиона рублей. Предоставление жилья для сотрудников 10,4 миллиона рублей. Предоставление жилья было обусловлено и командировочные расходы во многом тем, что подавляющая часть сотрудников имеет постоянное место работы здесь, в Москве, это 95% сотрудников, тем временем само общество зарегистрировано в городе Пятигорске, а основная деятельность, как вы понимаете, сосредоточена на территории Северного Кавказа. Следующий момент. В проверяемом периоде значительные средства были предусмотрены обществом на компенсацию расходов членам Совета директоров ООО «КСК» около 22 миллионов рублей. Из отчетов, представленных КСК в качестве обоснования расходов, произведенных членами Советов директоров, не усматриваются, какие юридические и иные действия Совета директоров реально совершались в интересах общества. Представленные отчеты содержат информацию о проведенных встречах с теми или иными лицами, однако из этой информации не усматриваются интересы общества. Следующий принципиальный момент. В составе расходов ООО «КСК» числятся расходы в сумме более 2 миллионов евро, направленные на оплату авиаперевозок членов Совета директоров компании, сотрудников КСК, а также лиц, заинтересованных в процессе, задействованных в процессе обсуждения совместных перспектив участия в создании туристического кластера на Северо-Кавказском федеральном округе. Договор на организацию авиаперевозок заключен с фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Из отчетов, представленных ООО «КСК» в качестве обоснования указанных расходов, зачастую также не усматриваются интересы общества. Следующий принципиальный момент. Анализ исполнения инвестиционного плана показал, что общество осуществляет свою деятельность с низкой эффективностью. Выполнение инвестиционного плана осуществлено в 2011 году на 54%, в 2012 году на 21%. Деятельность по привлечению инвесторов также не отличается большой эффективностью. В результате деятельности общества в этом направлении
Значит, заключены соглашения о сотрудничестве, о намерениях с потенциальными инвесторами. Однако, как мы здесь смотрим, пока, я подчеркиваю, пока ни одно из них не влечет за собой обязательств реального инвестирования со стороны инвесторов. Общество совместно с корейскими и французскими партнерами учредили два общества. Вклад ООО КСК в уставной капитал совместных российско-французского предприятия составил 202 миллиона рублей, округляю цифру, и российско-корейского 15 миллионов рублей. Иностранные партнеры, учредившие вместе с ООО КСК обе дочерние компании, позицируют себя как потенциальные инвесторы проекта развития курортов на Северном Кавказе. Однако, как представляется, вся работа еще впереди. В целом я бы отметил следующее, что ряд статей расходов общества был неэффективен, и мы это отмечаем. Есть перспектива работы? Я думаю, что она, безусловно, есть. Мы видим ситуацию на Северном Кавказе. Это один из перспективных проектов. Не случайно, так сказать, был проведен ряд совещаний под эгидой председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, где отмечено направление его развития. Поэтому и мы исходим из того, что проект надо развивать, недостатки надо устранять и усилить контроль за эффективностью расходов. А кто виноват, правоохранительные органы детально разберутся, все материалы мы предоставим, и виновные будут наказаны.